Здравствуйте, здравствуйте из Якутии. Вот я в национальных украшениях. Напротив стою Балаган. Это такое здание, я вам все покажу. Национальный якутский дом, где люди раньше жили. Это зимнее поселение. Вот. И что же я здесь делаю? Мы собрались в усадьбе Атласовых для того, чтобы отпраздновать презентацию книги о моей матери в честь, в памяти моей матери, о ее смерти, о ее жизни, о ее примере жизни для всех нас. Книжка так и названа «Пример достойной жизни». В традиции народа Саха сохранилась традиция почитания предков, уважения, отдать дань должное нашим предкам и сохранять связи между родными, ныне живущими. Так в моей семье моя тетя Александра Николаевна Петрова создала такую традицию: в честь, в знак ухода людей из нашей семьи выпускать книгу о их жизни. Первая книжка была издана о нашем роду Петровы, где выстроены родословные, где рассказывается о том, откуда пошел наш род, какие люди в нем были, что они делали, чем жили, воспоминания людей ныне живущих. Это лето я провела в родной Якутии, где на национальном празднике Эсэх выступала на родной земле. Мои предки основали поселок Артасурт, и там я выступала, представляла свой род, свою семью на конкурсе национальных костюмов. Вот такой поселок Артасурт горного улуса. И вот я иду к родовому дому. Представляете, вот в таком домике в якутские морозы в минус 50, в минус 60 жили 9 маленьких детишек и 3 взрослых. Моя мамочка в детстве, тети, дяди, бабушка Мария, дедушка Николай, прабабушка Феодосия. А вот это магазин Афанасий. Его открыли мои родные в память о дяде Афанасии, который жил здесь и сохранил наш родовой дом. Я чувствую радость и гордость за свой род, за своих предков, за то, что они такие отважные, сильные, жить в таком маленьком домике, в морозы дикие, лютые, радоваться, любить, рожать, воспитывать детей, принимать гостей, быть радушными, несмотря на все сложности этого края, этого климата. Потому что он, конечно, накладывает отпечаток на характер, менталитет людей, но также раскрывает сердце и укрепляет дух. Духом тут люди очень сильные. И я горда, так горда, я люблю, я рада. Я просто рада, что я здесь, что я это чувствую, это тепло материнской земли. И вторая книга — это книга о моей маме, Бодрицкой Христине Николаевне Петровой в девичестве. Книга называется «Пример достойной жизни». Холобур Буалар Олох. И это действительно так. Все родные, все коллеги, друзья, муж, я, все, кто сталкивались с моей мамой, видели пример в ней, пример героизма, жизнелюбия, отсутствие страха, целеустремленности, большого сердца, мечтающего о любви и продолжении своего рода. И я хочу поведать вам эту историю. История Великой Матери. В далеком уголке земли, в самом холодном месте, с вечной мерзлотой и длинными зимами, родилась одна девочка, красавица,
с эльфийскими ушками и глазами-пуговками. Была эта девочка необычайно живой и веселой. В семье у них было много детишек, но самой боевой и шумной была она. Даже в свои 3 годика бычка оседлала. Однажды поднялся сильный ветер в этой деревушке. Как говорили местные, так проявляются злые духи. Пришел этот вихрь в их дом, пронесся через дымоход, печку и через голову этой малышки и улетел в окно, оставив его разбитым. Не прошло и пару лет после этого, как девочка заболела. Вызвали ей врача, сделали укол в ногу. Да что это был за укол, так никто и не знает. Но только с того дня маленькая ножка девочки онемела и застыла. Девочка вместо детского задорного бега начала ползать. Шли годы. Девочку пытались вылечить. Много пришлось ей пережить боли и страданий, скитаясь по больницам, но безрезультатно. А девочка наша тем временем росла. Ее называли Японочка, потому что она выделялась своей красотой. Училась она в школе, потом в университете, стала учителем. Но сколько горести и трудностей ей пришлось пережить, не сосчитать. Тогда были сложные и суровые времена. Девочку не хотели принимать в интернаты при школах, хоть и была она умной и сообразительной. В холодные зимы, когда на улице температура опускалась до минус 50, минус 60 градусов, приходилось ей, сестренкой, долго ждать своего автобуса, потому что люди злые не пропускали девочку-калеку, и стояли они дальше, ожидая следующего автобуса. Жили они в интернатах, общежитиях, чтобы была возможность учиться. Девочка так хотела развиваться и познавать этот мир, жить обычной мирской жизнью, несмотря ни на что. А в то время инвалидам это даже и не снилось. Они были безграмотны и асоциальны. Но она, несмотря на все трудности, благодаря своим сестрам, выучилась и стала учителем в школе. Работала и помогала детишкам изучать русский язык. С сестренками много путешествовали по всей большой стране. Наша главная героиня имела мечту всей ее жизни. Она очень хотела создать свою семью, родить ребенка, продлить свой род. И в этом она видела свой смысл жизни. Девушке-инвалиду было непросто и здесь. Но она не отчаивалась и написала письмо в далекую страну, аж за 3-9 земель. И там, в этой самой стране, белоокой, один простой молоденький паренек увидел ее письмо с фотографией. И так эта девушка ему понравилась своей необычной восточной красотой, что сразу же написал ей. Завязалась переписка. Не прошло и 3 месяцев, как парнишка наперекор своей матери взял и полетел за 3-9 земель к понравившейся ему девушке. Так и произошла их встреча. Такая робкая и невидная, где за пару дней они вживую узнают друг друга. И этот молоденький, но такой смелый паренек предлагает стать ему женой. Но девушка отказывает и уезжает. На следующий день расстроенный жених собирался было уже уезжать, но позвонила она и сказала, что согласна и сейчас приедет. И вот эта отважная японочка приезжает одна с 2 чемоданами на костылях, полностью доверяет этому еще незнакомому парню, доверяет себя, свою жизнь, ныряя с головой в полную неизвестность. 2 молодых, горящих сердца, полные надежд, полетели далеко-далеко, сами не предполагая, что их ждет впереди, сколько счастья и трудностей придется пережить им вместе. Через месяц после приезда они поженились, и ровно через 9 месяцев рождается их долгожданный ребенок, их смысл жизни. И тут мечта девчушки осуществилась. Молодую невестку и внучку злая свекровь не приняла и не давала им спокойно жить. Всячески старалась выжить нерусскую девушку. Как же тяжело было этой уже женщине в незнакомой чужой стране, где все по-другому, где ее не принимали и обижали, где она совсем одна, и связь с родными была только через письма. Один лучик надежды и счастья светил ей. Это ее дитя. Как нелегко ей было, инвалиду, передвигающейся на костылях, выносить ребенка. Но она справилась, не замечая всех невзгод и трудностей. Никогда не жаловалась, а радостно ждала появления малышки.
малышки. Муж ей всячески помогал. Так и выживали они, держась друг за друга. Рождение ребенка тоже было сложным. Японочка чуть не умерла из-за недосмотра врачей и занесения инфекции в организм. Но выжила и стала растить свой цветочек, который так ждала. Это были самые счастливые годы ее жизни. Хоть двум инвалидам было непросто содержать себя и ребенка. Муж работал где мог, а она держалась и отдавала все самое лучшее ее солнышку. Она души не чаяла в дочери, растила ее как цветочек в горшочке, оберегая от всех невзгод, балуя, холя и лелея. Доченька росла в любви и ласке, не замечая, что ее родители отличаются от обычных, видя, как им нелегко приходится, чтобы она хорошо питалась и одевалась, училась в саду, школе, занималась балетом, ничем не была хуже других. Детство ее было легким и безоблачным. А наша главная героиня тем временем превратилась в настоящую женщину-мать, которая окружила теплом и заботой своих любимых и готова была на все, чтобы ее семья хорошо жила. У них была своя квартира, дача, любимые питомцы, свои традиции. Она была хорошей хозяйкой, в доме витала атмосфера уюта и заботы. Присутствовал свой уклад и распорядок. Она любила разводить цветы, выращивать ягоды и овощи, любила быть на воздухе и жить на земле, любила спать и вкусно кушать с родными. Она очень гордилась своей дочерью, которая с красным дипломом окончила медицинский университет, стала востребованным врачом-стоматологом в Европе. Мама очень была рада, когда дочь подарила им с отцом комфортабельный и красивый дом, усадьбу с большим количеством земли, баней, разными ягодами, фруктами, чтобы они могли постоянно жить на природе, заниматься выращиванием любимых ею цветов, овощей, ягод, вести хозяйство. Наша главная героиня передала свое умение быть хозяйкой, брать ответственность за свою жизнь, за свои поступки, научила создавать уют дома и, самое главное, научила любить, не боясь жить и следовать за своей мечтой. Эта героическая женщина была примером сильной, целеустремленной, бесстрашной, смелой, жизнелюбивой, не сдающейся, всегда имеющей свое мнение личности. Она любила, как умела, старалась не ограничивать свое дитя и давала полную свободу действий, тем самым воспитав достойного человека, приносящего пользу миру, человечеству, служащего свету и добру. Явилось ее продолжение. И я могу добавить, как дочь этой героической, а самое главное, моей любимой мамочки, что мое детство было самым лучшим, веселым и без забот, потому что было полным любви, свободы и тепла. И все это благодаря ей, моей любимой маме. Воспоминаний очень много, но самое теплое — мы всегда вместе завтракали, обедали, ужинали. Это была наша традиция. Мама, папа, кот и я. Когда я была маленькой, мама всегда сажала меня на колено, называла солнышком и целовала. И эти моменты я чувствовала себя самой любимой и счастливой. Мне очень нравилось с мамой собственноручно делать и печь пирожки с мясом, картошкой, повидлом. Мама была очень красивой женщиной, стильно одевалась. Яркие темные глаза, пуговки, короткая стрижка, красный красивый пиджак. И ей так шла ее красная помада. Мне нравилось смотреть, как она собиралась куда-то, душилась, красилась. Еще помню, мне было где-то 4-5 лет, и я постоянно просила маму рассказать о ее жизни в Якутии, о приезде в Беларусь, о том, как я появилась. И уже тогда мне казалось это чем-то невероятным. Помню свое 1 сентября, когда мама с папой, такие красивые и молодые, вели меня в школу. Я с большими бантами на голове, вшитой маме нарядном переднике и красными цветами. Помню нашу поездку в Якутию, когда мне было 10 лет. То чувство большой дружной семьи, чувство семейного уюта и тепла. Помню, как мама была счастлива. На протяжении всей жизни, когда мне было больно или тревожно, мама всегда поддерживала меня, даже спала со мной, обнимала. И мне просто от ее присутствия рядом становилось легче. Я горда, что именно Христина, моя мама в этой жизни. Такая умная, морально стойкая и в то же время такая любящая, живая, энергичная, красивая и ласковая. Она для меня и многих других близких людей явилась примером жизнелюбия и стойкости. Я очень ее люблю. Я так благодарна моей любимой мамочке за эту жизнь, которую она мне подарила. Благодарна за то, какой я стала
какой я выросла, как я свечу, люблю, творю свой мир и свою реальность. Я твое продолжение, мама, и ты всегда жива, ты всегда во мне. Люблю тебя. Bu sirge dürüpüt, bu günü kördürbüt, bit, gün tenge gibit, hiye bar bu sirge, Антуйду аняла, ананын кине, бары быт мақтала, ананын кине, бары быт мақтала. Презентация уже прошла, и я очень благодарна, я очень наполнена из-за того, что пришло столько людей, которые хотели почтить ее память. Одногруппницы, однокурсницы из университета, родные, друзья. И, конечно, я, которая приехала из дальних стран в саму Якутию, чтобы посетить это мероприятие.